Как обычно, его... Или как в том анекдоте, вскрытие показало, больной спал. Не хочется украсть. Черт бы с ним, как говорится. Есть и ладно. Софт. Пушка. Ты уже уснул? Не спи, мы еще про тебя говорим. Всем привет. Меня зовут Роман, и у меня на обзоре очередной ноутбук от Asus. Знаю, хотели бы увидеть что-то другое, но пока есть Asus, будем обозревать их, учитывая, что это опять новый Asus. Здесь у нас модель 22 года, то есть 6800H, и вот это вот все. Но на этот раз это не 15-дюймовый ноутбук, а 17-дюймовый ноутбук, ну и, соответственно, не 3070 Ti, а наша народная 3060. Все как мы любим. Что, собственно, будет в этом ролике? Ну, понятно, тесты, шместы, все дела. Как обычно, его, в смысле, откроем и вот эти вот все штуки, посмотрим, что внутри, посмотрим, как до-после разборки, ну и стоит ли в него вообще лезть. Ну, как в Asus 22 года в прошлое не стоило бы, по крайней мере, без каких-то определенных целей. Здесь, возможно, тоже. А может быть и нет, посмотрим по факту. Чё, как ноутбук? Ну, во-первых, это 17-шка. Большой, тяжелый, внутри наверняка это растянутая пятнашка. Увидим на вскрытии, как говорится. Вскрытие покажет. Или как в том анекдоте, вскрытие показало, больной спал. Здесь как бы такой же вариант не случился. Но давайте для начала пробежимся по его комплектации. 6800H, RTX 3060, 115 плюс Boost Watt, есть MUX Switch, ну, при желании есть и Optimus, если вдруг вы решите им пользоваться. Соответственно, 16 гигабайт оперативной памяти, DDR5, соответственно, может быть, в зависимости от комплектации. Как 2 по 8, так и один модуль на 16 гигов у нас именно этот случай. Ну, соответственно, 1 терабайтный SSD-шник, Wi-Fi, понятно, веб-камеры в нем тоже нет. Это тоже понятно. 17-дюймовая модель Full HD. Здесь у нас 1920 на 1080, sRGB 100%, 3 миллисекунды отклик и 300 нит яркости. Есть полноценная физическая цифровая клавиатура, то есть цифровой блок. Вот здесь справа тачпад. Стандартного уже для Asus увеличенного размера и, в принципе, ничего более. Места для веб-камеры здесь достаточно, но ее нет. Иногда бывает отдельно в комплекте, но не в этом случае. В этом случае у нас в комплекте есть что-то другое. И комплект поставки. Коробка. В коробке. Да-да, у него есть еще одна коробка. Здесь в коробке, ну, все абсолютно стандартно. Никаких наклеек. В туфе есть, а в стриксе не положили. Хотя это тоже вроде как игровой ноутбук. Где мои наклейки? Инструкция, гарантийный талон и, в принципе, все. Понятно, что зарядка и кабель питания, и больше ничего. Жаль. Вот эта штука несменная. И если вы возьмете обычный ROG Strix с такой штукой кислотно-зеленого или нежно-розового цвета, то вас ждет огорчение. В комплекте накладки нет. В этой версии, по крайней мере. Но в комплекте, в нашей версии, есть сумка. По классификации Алексея, Алексей, напоминаю, у нас работал в крупном сетевом магазине, не хочется украсть. Раньше была сумка, ну, с его же слов, которую хочется украсть из комплекта, эту нет. Поэтому будьте уверены, скорее всего, сумка для вас доберется. Однако, учитывая зарплаты в таких магазинах, вряд ли. Я думаю, что вы даже такую. Поэтому внимательно проверяйте, чем ваш ноутбук должен комплектоваться по сайту изготовителя. Вот такой вот рюкзачок, карманом быстрого доступа, ну и разворачивается в большой рюкзак при необходимости. На самом деле сумка довольно средненькая, и здесь внутри два отсека. Есть мягкий наполнитель к спине и к переду. В теории, если сильно ноутбуку в этом рюкзаке не кидать, то он, может быть, даже выживет при каких-то случайных к нему обращениях. Но как бы сумка есть, и черт бы с ним, как говорится. Есть и ладно. Давайте посмотрим, сколько это чудо весит. 17-дюймовая крышка, кстати, металлическая. Если что, все остальное пластмассовое. Ух, гробы подорожают. Да, 2 килограмма 725 грамм. 2 725. О, боже. Зарядная. Так, зарядная целиком, пожалуй. 566,7 грамма и с проводом 745,2 грамма. То есть 3
2,5 килограмма на себе плюс-минус. Ну, не так, скажем так, не зря рюкзак предлагают. Зарядная, кстати, на 240 ватт. И, соответственно, ноутбук должен потреблять, ну, в теории, чуть меньше. И, соответственно, ваттаж на видике будет чуть меньше, чем в таком же ноутбуке 15-дюймовом с 3070 Ti. Просто потому, что система охлаждения, забегая вперед, здесь точно такая же. Ну, растянутая на 17 дюймов, понятно, ничем не отличается. Но как бы вот 40 ватт на блоке питания испарилось. Ну и видик вроде как здесь, по идее, с бустом до 140 ватт, но вы их вряд ли все увидите. Ну, а хотя 135 мы видели. Что тут еще такого интересного? Вентиляционное отверстие. К ним уже особых претензий нет, начиная с моделей 2021 года. Они напротив турбин, конечно, могли бы быть и больше, но уже какие есть. Естественно, обслуживать их придется раз в месяц, если вы ноутбуком пользуетесь каждый день и пользуетесь для игр или для работы. Но, естественно, ноутбук с такой массой — это больше стационарный девайс. Итак, порты. Порты в нем есть. Это хорошо. Портов в нем мало. Это плохо. 17-дюймовый ноутбук, ни картридера, ни какого-нибудь репрезентативного количества USB-шек. Такой же, как в пятнашке. С этой стороны у нас комбинированный разъем, микрофон, наушники, 2 USB. Здесь у нас вообще ничего нет. Ну а сзади традиционно один Type-C, который просто Type-C, один Type-C, который DisplayPort, он же порт зарядки для этого ноутбука от Type-C зарядки. Ну, понятно, что поиграться в производительном режиме, а уж тем более в турбо, вы вряд ли от нее сможете, но в выключенном состоянии, ну или в энергоэффективном, в тихом режиме, работать от него будет можно. Соответственно, полноценный HDMI, сеть и порт зарядки. Точно так же, как и пятнашку, поругаю за количество обычных USB. Их всего 2. Нет картридера, ну и это откровенно маловато для ноутбука, ну, типа субпремиального сегмента. Ну и веб-камеру тоже хотелось бы видеть. Но чего нет, того нет. Ноутбук у нас с подсветкой, с настраиваемой подсветкой. Правда, подсветка почему-то вот здесь куда-то пропала после обновления BIOS. До была, после непонятно. Но оставим этот вопрос компании Asus. В остальном она работает на тесте, на идентификации клавиатуры. Подсветка горит, а потом никаким образом ее настроить не удалось. Софт. Пушка. Может быть, конечно, проблема в 11-й винде, что тоже имеет место быть, а может быть, проблема в последнем обновлении BIOS, сказать довольно тяжело. Но как есть. Экран с точки зрения градиентов весьма приятный. Да, это всего sRGB 100%, то есть Adobe RGB 75 с копейками, но как бы 300 нит, 360 Гц. Понятно, что это типа игровой монитор, хотя нужны ли вам 360 Гц на экране ноутбука, очень большой вопрос. Лично мне вряд ли. Это больше маркетинг, чем реальная необходимость, потому что, ну, да, высокая герцовка экрана, и это всегда хорошо. Да, низкое время отклика, и это отлично. Да, неплохая цветопередача, углы обзора, IPS, все дела и нормальные градиенты, это тоже большой плюс. Но в реальности ноутбук не способен показать 360 кадров, то есть для игр это маркетинг, не более того. Ну и опять же от батареи кадров будет всего 60, то есть он будет 60 герцовым. Ну, такие дела, ничего не поделаешь. Ладно, давайте половинить, то что это мы все его снаружи обозреваем, там внутри наверняка интереснее. Но об этом позже. Итак, PCMark 10, 8650 баллов, как ноутбук для этих ваших интернетов. 9640 баллов. Работа, в основном с документами, 8871 балл. Digital Content Creation, 10159 баллов. Ну, как бы ожидаемо хорошо. Гейминг, 17413 баллов. Ну, в целом, все вроде довольно неплохо. Хотя вот общий балл мог бы быть и повыше, если честно. Лучше 79% результатов. Видали мы и побольше от ноутбуков с 3060, но как есть. В минус играет, конечно, одна планка памяти вместо двух. Ну, то есть одноканальный режим. 3D Mark Time Spy 8588 баллов. Могло быть лучше, но опять же память. Память на борту DDR5 и никакого Dual Channel там
Нет, а производительность, ну, в целом, могла бы быть и повыше. Но для одной планки это довольно неплохие показатели. SSD на борту Micron 2450 на 1 терабайт, и показывает он себя вполне недурственно. Да, конечно, как Gen 4 SSD-шка, посредственность, но в целом это уровень нормальной мейнстримовой SSD. Ну и это уже хорошо. Она особо не греется, и все, окей. Cinebench R23. Однопоток у нас проходит на частоте 4,3 ГГц на ядро в среднем. Температура в районе 65 градусов, ну а потребление процессора 22 ватта. В многопотоке температура в Cinebench уже 90 градусов в среднем, а потребление где-то в районе 82, ну 82,5 ватт на постоянке, и частота 4100, что тоже вполне себе нормальные показатели. В баллах это 1485 баллов в однопотоке и 13664 балла в многопотоке. Температуры, ну, можно сказать, в норме, хотя могли бы быть и лучше на самом деле. Ну, а баллы одноканал, скорее всего, сказал свое веское слово. Ну, а так, минимум плюс 1500 баллов к производительности 5800H. То есть прирост производительности от нового процессора точно есть. Ладно, давайте посмотрим на игры, что нам покажут. Танки. Температуры в целом в норме, 80-82 градуса по процессору. Правда, вот 78-80 градусов по видеокарте, на мой взгляд, все-таки немножко многовато для RTX 3060, которая это по сути, ну, 140-ваттная, хотя постоянное значение мощности скорее все-таки 135. Процессор при этом где-то в районе 35 ватт, и в сумме это всего 170 ватт на процессор плюс видеокарту. Контрольный момент времени у нас 187 кадров в среднем, что в целом норма для RTX 3060. И давайте посмотрим на баллы. В баллах это 34 499 баллов. Для 3060, ну, в целом результат выше среднего. Видно, что видик 140-ваттный, видно, что процессор быстрее, чем 5800H. Forza у нас более требовательная именно к процессору игра. Видик здесь редко переваливает за 120 ватт, а вот процессор местами потребляет и 45 ватт. С температурами в Forza, естественно, полегче, ну, просто потому что видик нагружается поменьше, ну и, соответственно, холоднее и всему остальному. В среднем у нас достигнуто 77 кадров, ну, как бы, окей. RDR, слева у нас картинка без DLSS, справа у нас картинка с DLSS, и давайте посмотрим на потребление. Те же 115 ватт потребления, процессор потребляет примерно 30-35 ватт. Без DLSS в среднем 68 кадров, с DLSS в среднем 79. Температура, опять же, в норме, но 140 ватт на видеокарте не сильно-то и наблюдается. Буст работает как-то довольно странно. Ну и счетчик RTR в принципе со мной согласен. Средняя частота кадров 67,1 без DLSS и 77 и, ну пусть 2 с DLSS. Киберпанк. Слева направо. Ультра плюс рейтрейсинг. Все то же самое, но уже с DLSS с рейтрейсингом соответственно. Ну и все то же самое, но без рейтрейсинга. В одном случае у нас в среднем 24 кадра, во втором 42, а в третьем 70. Видик себя показывает скорее как 130-ваттная видеокарта, и 140 ватт в Киберпанке мы не находим. Процессор при этом легко потребляет 40 ватт. Счетчик теста встроенного, который мы сейчас используем для ультра с рейтрейсингом, выдает нам 27.63. Все то же самое, но DLSS в режиме качества 46.34 и с DLSS без рейтрейсинга 77.14. Ну, как бы окей. В Киберпанк поиграть можно, но без рейтрейсинга. Такие дела. Работа от батареи. От батареи у нас процессор потребляет примерно 20 ватт, бустится до 4600 практически и греется до 83 градусов. Ну, то есть показывает себя примерно так же, как он показывает себя при работе от сети. На пару ватт меньше потребления, но это не критично.
В многопотоке процессор ограничен 35 ваттами и частотой в 3200 МГц. Температура при этом в районе 80 градусов. В баллах это 10680 баллов. Но если в однопотоке ноутбук теряет, скажем так, погрешность при тестировании, то есть разница минимальна, то при работе от батареи по процессорной производительности мы теряем примерно треть в режиме производительности. Что в целом довольно неплохо. То есть как рабочая станция от батарейки, использовать его можно. Правда, вряд ли очень уж долго. Хотя, как мы видим, процессор довольно энергоэффективный и производительный на 35 ваттах. Танки. От 130, пусть 5 ватт. В танках от сети, от батареи остается всего 55. Более чем в 2 раза падает потребление. Однако производительность падает не так сильно. Наверное, потому что процессор потерял в лучшем случае всего ватт 10 и 180, пусть 6 кадров в среднем превратились в 112, что в целом сильно меньше падения потребления. Хотя вот по баллам 34 499 баллов превратились в 18 846. В общем, как-то от розетки он сильно поприятнее. Но в танке покатать можно. А вот в Киберпанк даже с DLSS на высоких уже поиграть не получится. Почему? Потому что 60, пусть 9 кадров в среднем превратились в 30, а 30 это уже немножко не то. По мощности все примерно то же самое, видеокарта в районе 40 ватт, процессор в районе 30 и ничего сильно интересного. И тест со мной солидарен, 77 и 14 кадров от зарядки и 30 от батареи. Такое себе. Экраны родной HDMI и DisplayPort слева направо, как обычно. И в контрольный момент времени 187 кадров в среднем на родном дисплее, 170 по HDMI и 184 из DisplayPort. HDMI, напоминаю, это у нас дублирование экранов, а DisplayPort отдельно DisplayPort. Опять же, на другом ноутбуке с 2 планками оперативы этого падения не было. А здесь при дублировании оно возникает. Опять же, стоит обратить внимание, что видеокарта потребляет в этот момент меньше. У нее проблески гениальности случаются, но в среднем потребление по графической части ватт на 15-20 меньше, чем в других режимах. То есть дубль не его сильная сторона, или, возможно, все еще не так ровно с драйверами у этого ноутбука, потому что очень уж странно ведет себя его буст в работе. Он то есть, то его нет, то ноут 140 ваттный, то 135 ваттный, то 115 ваттный. Asus HK, что ты делаешь, прекрати. При этом уровень производительности, достойный. 34 499 баллов. Родной дисплей. Дублирование 31 330 баллов. И DisplayPort 34 019 баллов. Окей, я бы сказал, что при дублировании как будто у нас каким-то образом MUX Switch оказался задействован. Но ладно. Forza. Наблюдаем все то же самое с точки зрения производительности, хотя вот нагрузка на видеокарту в среднем сейчас не ниже, чем при работе на родном дисплее, в дубле, естественно, хотя FPS вот все-таки чутка пониже. С DisplayPort'ом такой проблемы нет, хотя производительность все равно чуть-чуть, но ниже, чем на родном экране. Я так понимаю, сказывается отсутствие второго модуля, возможно, какие-то алгоритмы, что-то еще. 77 кадров в среднем на родном экране, 72 кадра при дублировании и 76 кадров по DisplayPort'у. Такое. И Киберпанк. Вроде все одинаково в процессе самого тестирования, но 77 и 14 кадра на родном экране. При дублировании 77 и 67 кадра. А по DisplayPort'у 80.61. Почему в дубле именно в Киберпанке у нас выросла производительность? В танках упала, в Forza упала, в Киберпанке выросла. Понятно? Все понятно. Отсутствие второго модуля, алгоритмы, BIOS, вот это вот все. Ждем от Asus, как говорится, право чек на вот это вот все. Надеюсь, что это со временем будет пофикшено, потому что, ребят, камон, как? Итак, что мы видим внутри?
Батарея на 90 ватт-часов, которая могла бы быть больше, но не может быть больше по ряду причин. 99 ватт-часов — максимальный объем батареи, который может стоять в ноутбуке, с которым вас пропустят в самолет. Поэтому 90 ватт-часов — окей. Что тут еще такого интересного? Планка памяти на 16 гигабайт DDR5. Обратите внимание, шляпу сними, это DDR5 на 16 гигов. О боже, никогда такого не было. Ну и, соответственно, часть проблем ноутбука с производительностью могут быть из-за того, что в нем нет двухканального режима. Потому что один модуль, ну, это один модуль. Здесь у нас синглранковый 16-гиговый модуль от CSK Unix, ну, 4800 абсолютно стандартный модуль. Есть и есть, стоит в слоте, накрыт этой штукой, и как бы халяра его не возьми. Что еще тут такого интересного? Естественно, это растянутая пятнашка. Итак, семнашка у нас, это барабанная дробь, пятнашка. Кстати, обзор на пятнашку есть уже у нас на канале, можете его посмотреть. Ну, по сути, это точно такой же ноутбук за незначительными, вот прям подчеркну еще раз, незначительными различиями. То есть больше экран, чуть другая клавиатура, но по факту, по охлаждению, по материнской плате, это все-таки пятнашка. То есть, ну, обратите внимание, вот плата от пятнашки, вот ноутбук семнашка. Ни радиаторы больше не стали, ни система охлаждения как-то не поменялась, кроме длины вот этих теплотрубок. То есть они остались абсолютно такого же размера, как и в пятнашке. Ну и, соответственно, это 15-дюймовый ноутбук, растянутый в 17. Хотя производитель мог бы переработать систему охлаждения и здесь сделать радиаторы большего размера, но не стал этим заморачиваться, что на самом деле минус. Лучше было трубки удлинить где-то вот здесь, ну то есть оставить изгиб как в пятнашке и сделать вот такой длинненький радиатор. Пошло бы ноутбуку на пользу, но нет, есть как есть. Что еще тут такого интересного? 1 терабайтный микроновский SSD-шник 2450 на 1 терабайт. Медиатековский Wi-Fi MT7922A22M, ну или XB530NF AW, ну Wi-Fi. Традиционно уже для Asus находится под твердотельным накопителем. SSD-шка здесь не горячая, поэтому каких-то особых проблем, наверное, это доставлять не должно, но хотелось бы видеть и, во-первых, и Wi-Fi повеселее, и, во-вторых, ну, от такой конструкции стоило бы отказаться, ну, или как-то подумать о том, чтобы это место не вызывало вопросов. Потому что проблемы с этим местом все-таки встречаются. Система охлаждения точно такая же, как мы видели на более старших ноутбуках, например, с 3070 Ti. Ну, понятно, ваттаж примерно одинаковые, система охлаждения примерно одинаковая. Отдельные тепловые трубки на отдельные радиаторы для видеокарты и процессора, общая тепловая трубка для зоны ВРМ и видеопамяти, традиционно уже 2 фазы, которые относятся к батарее, и 3 фазы, которые относятся к видеопамяти, облиты маслом. Ну, как бы, что не есть хорошо. То есть это значит, что они уже где-то начали течь, что странно. Это означает, что здесь был какой-то серьезный нагрев, но по сути я буду надеяться, что вот эти вот все масляные следы — это просто плохо смытая система охлаждения, а не растекшееся масло. Из нового, по сути, ноутбука, он новый, вот совсем новый. Одна отдельная толстая тепловая трубка на радиаторе и одна общая. В принципе, конструкция понятна, трубки могли бы быть вот как и вот это, соединенные, и система охлаждения работала бы как в старших моделях. То есть желательно, чтобы все эти 3 трубки были соединены. Принцип испарительной камеры в принципе и наследует эту идею, что все радиаторы объединены в один большой для всех устройств внутри системы. Есть ли смысл в таком разделении? Вопрос отдельный. На самом деле его нет. Но ладно. В целом система охлаждения выглядит более-менее, за исключением вот этого вот от норочка. Так в остальном нормально. Ну и, конечно, хотелось бы видеть все-таки для 16-гигового ноута 2 по 8. Я понимаю, что добавлять гораздо удобнее именно в такой конфигурации память. Но это ест немножко производительности. На DDR4 мы это видели, и DDR5 не исключение. 5% игровой производительности мы здесь потеряли, просто потому что здесь одна планка. Ну и все. Ноутбук выполнен в целом неплохо. По крайней мере, пока визуально. Ну, за исключением вот пары факторов. Давайте половинить его дальше. Давайте снимать систему охлаждения и смотреть, что там будет. А, да, по обслуживанию
Как и в младшей модели, в 15-ке турбины 3 болта, и турбина снимается отдельно. То есть, ну, не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы почистить этот ноутбук. Все, вуаля. И система охлаждения, как говорится, доступна для чистки. Естественно, ну, вот, без каких-либо проблем. Оп, сняли одну турбину, точно так же снимается вторая турбина. Только что болтик подзаклеен, и все, и никаких проблем. И лазить вам под систему охлаждения. Вот сюда. Не надо, но я буду. Итак, что у нас тут такого интересного? В целом, вопросов к нанесению в жидкой термопрокладке у меня нет. Есть небольшие вопросы к нанесению жидкого металла. То есть, смотрите, пятно. Видите, да? Которое отпечаталось по центру. Я буду надеяться, что это точка лучшего контакта, но вряд ли. Маловероятно. Здесь какое-то количество ЖМа по центру есть, но вот это вот место, оно, конечно, нет. Вот это вот. И край чипа, вот край чипа, не закрыт от слова совсем. Ну и термопаста на графической части на 2 ноутбука, может быть на 3. Просто посмотрите, какое конское количество ее сюда было вывалено. С точки зрения же лаирда, которого обычно нигде не хватало, здесь особых проблем нет. Традиционно вот это пятно могло бы быть лучше, здесь могло бы быть чуть лучше, но в остальном чипы полностью, зона ВРМ полностью, ну то есть каких-то особых претензий к нанесению нет. Что большой плюс. Так что можно всем этим заниматься. Можно со всем этим жить, не разбирая. Вот жидкий металл бы еще научились вот так вот, как я делаю, пленочку создавать поверхностного натяжения, чуть втирая его в поверхность. Проблем, которые я увидел здесь, вот с этим сухим пятном, чисто в теории, бы не было. Да, конечно, нужно как-то научить делать это робота, который будет наносить термоинтерфейс, а не просто капать его туда. Но в целом, может, какие-то, не знаю, химические вещества подобрать, которыми эта штука должна пролиться, заместить с собой жидкий металл, и как бы, чтобы вот таких вот ситуаций не образовывалось. А в остальном здесь все хорошо. Пожалуйста, вот пленка жидкого металла, которая точно обеспечит контакт поверхность-поверхность. Может быть, мыть лучше чипы надо, я не знаю. Подумайте там над этим. Ну, все ж нормально было в этом самом, в Зефирусе G14. Раз уж вы взяли за GM, должно быть как-то вот так, перед тем, как система закроется. Ну и она должна, жидкий металл, естественно, никуда не должен убегать в таком случае. По крайней мере, особо. Далим лишнее, чтобы он, не дай боже, никуда не потек. Все, жидкий металл нанесем. Берем жидкую термопрокладку от Лаирда, положим K5 Pro, хотя, ну, опять же, здесь ее лежало достаточно. Если у вас все в порядке с температурами, как в порядке, вы посмотрите после переборки, как оно должно быть. Если будет примерно так же, можете внутрь не лазить, не надо. Жидкой прокладки здесь уже достаточно. Это второй ноутбук Asus, который я открываю, и видно, что было принято волевое решение на дозаторе Лаирда жидкую термопрокладку не экономить. То есть ложить ее столько, сколько надо. А раз ее лежит столько, сколько надо, значит, вам сюда лазить нужно только для того, чтобы чистить турбины. Такие дела. Один в один пятнашка. Один в один вообще. Да, болтон. Цепь питания такая же. Все остальное такое же. Хлад такой же. Invincible.
Переборка, почему бы и нет. Температура, ну, минимум на градус 2 ниже, чем до. Там, где у нас 81 градус до переборки, 80 градусов после. По процессору. Да, контакт жидкого металла был нормальный, поэтому сильно результат не поменялся. По графике 80 градусов превратилось местами в 78, местами в 79. Частоты, нагрузка, все остальное в среднем абсолютно одинаковое. По крайней мере, визуально выглядит как все то же самое. Но счетчик кадров, 3 кадра после переборки в танках все-таки находит. Давайте посмотрим на баллы, они более объективны. Да, 34 499 баллов превратилось в 34 873 балла. Переборка, если вот в данном тесте смысл и имела, то чисто косметический. Стало на градус холоднее, ну и ладно. Учитывая, что я заменил термопрокладки и заменил пасту на графическом чипе, отличный результат. Ну и перемазал процессор. В Forza после переборки процессор даже горячее стал на градус, правда он местами и иногда сильнее бустится, по графике отличий нет. Окей, давайте посмотрим в баллы. 77 кадров до переборки, 77 кадров после переборки. Не, ну а что вы ожидали увидеть? В Киберпанке температура процессора на 2 градуса выросла, графики выросла на 3 градуса, но здесь есть разница по частотам. Видик жрет, во-первых, 126 Вт, ну 125, а не 115. И, соответственно, практически на 50 МГц быстрее. Ну, а процессор, по всей видимости, еще тоже где-то нашел у себя 3 Вт энергопотребления и FPS выше. После переборки, несмотря на более высокие температуры. Ну, да, 77 кадров, считай, до переборки и 82,5 после. Ост до переборки 90, 54 ватта, что в принципе отличный результат, и 115 ватт на видике, ну 25 ватт еще должно где-то находиться бустом, и температура вполне меня устраивает. Ну, грубо 90 по процу, 81 пусть с половиной по ГПУ и 80 пусть 6 по хотспоту. 54 и 115 ватт и частота, ну, 3380 МГц, все отлично. После переборки температура те же 90 градусов, ГПУ минус градус, хотспот минус градус, ну может быть минус 1,5-2, 80 и 84 градуса соответственно. Мощность та же, частота та же, ну и собственно ничего толком не поменялось. Ну может быть частота графики на 30 МГц выше в среднем, но как бы да, переборка дело благое, 2 градуса на видике местами, но плюс 1 градус по процу, и по большому счету разницы-то нет. Учитывая время затратность и стоимость данного мероприятия, если вы понесете его в сервис. Ну, по крайней мере, для этого конкретного ноутбука. Результат — мое почтение. Хотя вот в Киберпанке разница в производительности была, возможно, где-то не так хорошо система охлаждения прилегала именно по зоне ВРМ. И это сказалось. Сказать тяжело, но в целом. Выхлоп у ноутбука, ну, скажем так, если вы правша, то все более или менее. Если вы левша, 50 градусов вашу левую руку будут жарить. Ноутбук снизу как-то особо не греется, ну, кроме области подключения. 50 градусов, ну, по крайней мере 45 точно там бывает. На клавиатуре тоже есть горячие точки, но не то, чтобы, скажем так, вы так четко их улавливали. Хотя вот эта вот область в районе выхлопных отверстий довольно горячая, как и сверху, где проходит вентиляция. Ну, а под клавишами местами можно найти 47 градусов. На разборе видно, что два боковых радиатора не то чтобы сильно догревались, то есть общая тепловая трубка, наверное, заставила бы их работать эффективнее, потому что часть, относящаяся к процессору, вообще холодноватая, что минус. Чем лучше на снимке тепловизора все это дело прогрето, тем лучше оно отводит тепло. Итак, тесты видели сами. Здесь у нас 3060, а не 3070 Ti, ну и FPS несколько похуже. Правда, это и Full HD дисплей, для которого этой видеокарты, ну, можно сказать, что хватает. Если, конечно, в Киберпанке включить DLSS, а то на ультре с рейтрейсингом без DLSS оно не тянет. Такие дела. Плюсы и минусы. Ну, главным минусом этого ноутбука был и остается отсутствие веб-камеры. С точки зрения установки системы охлаждения, каких-то особенных косяков даже по жидкому металлу они есть, но, можно сказать, их нет. Хуже прилегание системы охлаждения, чем у пятнашки. Факт. Просто потому, что
На самом-то деле одно ядро у нас на 10 градусов горячее, чем все остальные. И да, система охлаждения стоит вот так. В одном из мест, в отличие от пятнашки, виной всему то ли длина тепловых трубок, которые как-то давят на это место, то ли изготовление данной системы охлаждения, то ли изгиб, ну то, что тепловые трубки изогнуты в другом месте, на это влияет. Сказать очень тяжело, но контакт определенно хуже. И 6800 отрабатывает по температурам хуже, чем в пятнашке. Такие дела. Может быть, это проблема конкретного экземпляра, но, опять же, никаких при этом каких-то криминальных температур здесь нет. Ну и, соответственно, здесь можно было бы добиться лучшего результата. Место в ноутбуке есть под лучшую систему охлаждения, но этого не сделано. Не добавлено ни портов, ничего бы то ни было еще. Это, по сути, пятнашка с увеличенным экраном, цифровым блоком и ничем более. Ничего более он вам не предложит. С другой стороны, это все еще хороший ноутбук. То есть, да, вы можете брать его как есть, не лазить в него, слава тебе Господи. Привет Asus 21 года, то есть в 22 году эта проблема отпала. Вовремя обслуживайте, раз в месяц продувайте сжатым воздухом при активной эксплуатации, и проблем у вас с ним не будет. И это большой плюс. Ты уже уснул? Не спи, мы еще про тебя говорим. Для кого? Игры. Да. На родном экране, ну, в принципе, тоже, да, это Full HD дисплей, 3060 видится, в принципе, неплохим выбором. Единственное, что, конечно, 16-гиговый модуль с завода. Если для работы с приложениями и для профессионалов это хорошо, потому что скоро можно будет купить туда еще один 16-гиговый модуль, то для вас, как для геймера, 16 гигов было бы достаточно, но это одна планка на 16 гигов, и немножко производительности вы таким макаром теряете, то есть вам тоже желательно бы либо поменять на 2 восьмерки, либо добавить вторую. Но пока такой возможности у вас нет. Ну а для профессионалов это плюс. Поэтому этот ноутбук подойдет как профессионалам, работающим с контентом, потому что это стационарная рабочая станция, в принципе, с неплохими возможностями, скажем так, по работе с контентом. Видик, проц, здесь все хорошо. Это хороший игровой ноутбук, не супер горячий, не супер какой-то не такой, но и в целом у него порядок с охлаждением. Да, он не супер тихий, но если вам нужна рабочая станция, если вам нужен игровой ноутбук на новом процессоре AMD, вы можете посмотреть на Asus. MUX Switch есть, он сможет вас удовлетворить полностью. Рекомендую ли я его или нет? Хороший вопрос. Во-первых, он тяжелее пятнашки. 3,5 килограмма прям в сборе это много. Второе, имеет ли смысл семнашка, если там внутри нет улучшения в системе охлаждения, а есть даже, ну, можно сказать, что она чуть, но хуже. Именно тем, что вот как-то так это вот в конкретном ноутбуке, а скорее всего, в принципе, у них у всех это вот эти вот теплотрубки, которые висят в воздухе, не дают, короче, нормально прижать процессор. Ну, либо это брак обработки основания. Хотя, ну, температуры в норме, и там по гарантии это точно не сдашь. У пятнашки ситуация лучше. Я бы рекомендовал вам, на самом деле, более классический вариант 15.6. Да, это стационарный ноутбук, что тот, что этот. Тяжелый, неудобный и вот это вот все. Да, 17-дюймовый экран больше. Да, здесь неплохой экран. В принципе, не DCI-P3 100%, но это хороший экран. И его, в принципе, стоит купить. Поэтому, если вы выбираете Asus ROG Strix, я бы рекомендовал пятнашку. Хороший ли это ноут? Да. Стоит ли его купить, если вам нужна именно семнашка? Ну, как минимум, стоит задуматься. Ну а на этом все. Всем пока. И помните, E2 Buy. Только лучшее.